Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Май 2025 года, второй расклад. Давайте узнаем через подсказки карт, что же ждет в мае, какие события идут на ваш порог, что спешит в вашу жизнь, мои дорогие Тельцы, что прояснится, что неожиданно откроется, может быть, правда какая-то, с чем-то вы разберетесь одним словом. И в чем ваша сила, в чем вы наиболее ресурсны. Астрологическое же небо мая – это тот месяц, когда растущая стабильность какая-то приходит в нашу жизнь, буквально спешит. И планетарно уже нет никакой ретроградности в мае, и это означает, что мы можем строить планы на будущее. И для вас это будет особенно важно. Здесь будет переплетаться как и конкретность мая, и одновременное долгосрочное планирование, видение, к чему вы идете, чего вы хотите достичь. В целом это можно свести к одному постулату. Посади сегодня семена того, чего ты хочешь собрать урожай завтра. Поэтому вот какая-то вдумчивость на перспективу, она будет важна для всех, для каждого из нас. Ну, давайте мы узнаем. И первая карта. Что же спешит в вашу жизнь? Что вас будет именно радовать, мои дорогие? Как добрые события, которые спешат на ваш порог, которые спешат в вашу жизнь. Каковы эти события относительно ближайшего будущего? Май у нас не за горами. Вторая карта. В чем вы думали? Поставили точку, а здесь все-таки оно вернется. Или те вопросы, которые тянутся из прошлого. И будем реалистами, все же некоторые моменты мы не можем изменить. То, что было запланировано ранее, оно тоже идет своим чередом. Может быть, не совсем вписывается во временные рамки, которые мы поставили. Но, тем не менее, то, что уже когда-то планировалось, скорее всего, оно будет развиваться. Я так могу предположить. Что неожиданно откроется? Четвертая карта. Чему сейчас не время? Или в чем важно не ошибиться, что вам может помешать где-то, в чем нужно быть осторожным. В чем ваша сила, в чем вы наиболее ресурсны. И на второй колоде Чаромаркетти, это Королевское Таро, мы достанем по основным сферам жизни, раскроем энергию. И личную жизнь раскроем несколько подробнее, потому что май, весенний месяц. И правда очень важна ваша личная жизнь, между прочим. Мои дорогие, и это не совсем контекст мая, а это до конца года построить свой фундамент благополучия, когда все хорошо. И вы определились по части вашего места пребывания, проживания, с кем вы, или ваши контакты, пусть это касается работы и доверенных людей, или способы заработка. Вот все важно. Вот каждая сфера, которая касается нашего благополучия. Но наша первая карта – это вопросы ваших достижений, работы, ваши честолюбивые планы, финансы. Отдельно достанем карту. И достанем 3 карты на личную жизнь. Первая – это для тех, кто в паре, кто человек семейный. Или когда ваши отношения, они понятные, стабильные, к чему это все идет, вы в принципе знаете. Вторая карта у нас будет означать для тех, кто один или одна, или, может быть, закончить это уже одиночество и сольный вариант. А вот третью карту для тех, кто в непонятных отношениях. Вы сами не знаете. Не то есть партнер, не то нет партнера, не то какие-то вопросы возникают. Итак, смотрим. Что же спешит в вашу жизнь? Королева жезлов. Ну, мы смотрим энергию. Это сильная ваша позиция, мои дорогие тельцы, которая ваша задача что-то сохранять, искать точки взаимодействия, безусловно. О себе много не рассказывать. И, наверное, перевести количество в качество. Или вот таких 3 важных пункта, которые вам нужно особо держать под контролем. И это ваш бюджет, с одной стороны, да, потому что у нас королева жезлов наиболее удачлива в деньгах, в каких-то договоренностях, в правильных оформленных контактах или в том, что для нее продуктивно как раз с видением будущего, то, что будет переложено, продолжено, а не те действия, которые, ну, как потраченная энергия в пустоту. Если мы говорим о ваших достижениях, значит, тут тоже какой-то ваш план, но это когда даже нам приглашают инвестировать в себя, когда мы количество или какую-то многозадачность переводим в качество, только в те проекты, которые заслуживают нашего внимания и продолжения.
Вот это все где-то в этой концепции спешит в вашу жизнь. Но и одновременно мы жертвуем то, что для нас уже не важно. Прощаемся с тем, что малозначимо. То, что вы не используете. Я не имею в виду личную жизнь. Я в первую очередь, когда мы буквально от ментального мусора избавляемся, от нашего мировоззрения, может быть, некоторые позиции. Вам придется пересмотреть что-то, передумать. Или буквально дома навести порядок. Почему нет? И когда мы наводим порядок в нашем жилище, избавляясь от тех вещей, которые захламляют буквально его, мы меняем пространство, а оно меняет нас. И эта энергия, когда вам что-то хочется, как и творить, когда жить хочется, больше жизненной активности. Но все-таки по преданию королева жезлов – это почему сильная позиция? Потому что ее жизнь многократно какому-то опыту оборачивала. И этот опыт был всегда болезненный. В результате она поставила себе твердое намерение процветать раз, и второе себе не навредить два. Ну вот основные такие концепции, от которых она отталкивается, давая кому-то обещание или участвуя в каком-то деле, или когда она ищет нужную информацию и сталкивается с разношерстной информацией, когда нельзя сразу доверять чему-то, а нужно и изучить. Она на своей волне, она умеет хранить тайны, она умеет хранить молчание, как и свои какие-то секреты умеет хранить, так и чужие. Но это еще и карта привлекательности, магнетизма. Поэтому, мои дорогие девочки, я могу сказать, вы, тельцы, будете, ну, как желанны для противоположного пола. На вас будут обращать внимание, и есть возможность даже познакомиться. Но вы все равно на своей волне. Посмотрим вторую карту. В чем вы думали, поставили точку, а к вам возвращаются какие-то итоги. Причем прекрасные такие итоги. Нам изображена на карте Мадонна, которая вот словно своим плащом укрывает людей, да. Тут как по воле высших сил вы подводите действительно, например, да, проясняйте что-то по отношениям, проясняйте что-то по работе, достигаете популярности. Все-таки по аркану мир – это популярность. Для кого-то из вас переезд. Или вы рассматриваете разные варианты переезда. И, может быть, куда-то очень далеко. Будьте мудры, мои дорогие. Значение ворона нам тут как раз о мудрости говорят. И мы можем сталкиваться, вы, тельцы, с такими ситуациями, по которым вы прежде готовы были сказать какое-то «нет», а здесь вот так вот не все однозначно. Где-то с элементом дипломатии, когда вы будете видеть, что есть те вопросы. Может быть, вы не на 100% с чем-то согласны или с кем-то согласны, но ради общего дела или ради вашего дела или ради осуществления какого-то плана вы будете искать точки взаимодействия. Или с кем-то мириться, мои дорогие. Вот это все то, что вы когда-то думали, планировали. Или, может быть, какая-то затея уже длилась период времени предыдущий. И вот теперь вы можете видеть, зачем это было нужно. Или вы видите какой-то результат. 21-й, последний старший аркан. И в само пространство, Вселенная, Мадонна, будем говорить, высшие силы, ангелы небесные вам помогают. У вас сильная позиция дважды. Что неожиданно откроется? А вот придет информация по какой-то запутанной ситуации, или вы хотите сами что-либо прояснить, как будто горизонты вы видите, но был какой-то стопор. Вот, видимо, по части этого стопора вы будете определяться. Нам человек показан, вот словно два жезла, вот он и ходит от одного жезла к другому. Может быть, был какой-то период, когда приходилось даже сидеть на двух стульях, быть и вашим, и нашим. Или какой-то вопрос не решился. Так вот, то, что у вас было затянуто, или длилось какое-то неопределенное время, и вас, может быть, даже где-то измучило. Хочется больше ясности. Так вот здесь неожиданно что-то и откроется, или какие-то сведения придут. И вы для себя, я так вижу, будете принимать какие-то важные решения. Давайте откроем следующую карту, чему сейчас не время, или что вам может помешать, в чем нужно быть осторожным в чувствах, однозначно. Но и где-то не соскользнуть в глубокую философию, если вас одолевают чувства. И астрологически такое может быть вторая половина мая, когда, ну, знаете, вот чувства могут захватить. Вы можете даже где-то поставить на паузу некоторые рабочие вопросы, пусть это не для всех. Но есть такие энергии, присутствуют, и кому-то это важно услышать.
Нам как раз хочется больше какой-то умиротворенности, хочется и любви, хочется сочувствия, душевного тепла. Мы где-то соскальзываем вот с этих энергий, которые проходят по королеве жезлов. Все то, что я говорила. Королева кубков – это эмпатия. Но именно, может быть, эмпатия не согласится, даже если вы кому-то хотите помочь из таких благородных побуждений. Но подумать о том, что не всегда наши благородные помыслы получают точно такое же продолжение. Будьте, кстати, внимательны. И с другой стороны, это не согласиться на какие-то уговоры, опять же, основанные на эмоциях. Здесь именно через ваше восприятие, через некую, может быть, расслабленность в определенный период, может быть, месяца, вы можете принять неправильные решения. Мы ведь смотрим, чему сейчас именно не время. Значит, будут как минимум, может быть, день-два в мае, когда вам ничего не захочется. Вам именно захочется покоя, уюта, чтобы вас никто не тормошил. Но именно в этот день вас могут как раз тормошить. Воспримите это, как знак судьбы, что вам как раз расслабляться не нужно, а нужно быть рациональным человеком. Правильно взвесить, где эмоции, а где есть конкретика. В чем ваша сила? В чем вы наиболее ресурсны? В деньгах, безусловно, в сохранении. Карта жадины, 4 пентаклей. Никуда не денешься. Может быть, вам и придется что-то сохранять. Сохранять отношения. Какие-то контакты по работе. Даже если вы уволились или увольняетесь, меняете работу, значит, нужно уходить элегантно, как-то красиво, договариваясь. Скорее всего, мы уже спросили, да, что, в чем вы думали, поставили точку, оно к вам возвращается. Да, есть некоторые события из прошлого, они к вам возвращаются в мае, но они к вам еще вернутся, мои дорогие тельцы. Может быть, это будет вторая половина даже 2025 года, в чем вы будете вот этот базис отстраивать. Но как и в деньгах вы ресурсны, так вы и где-то ресурсны в том, что правильные контакты вы можете установить. И для вас это будет означать некоторое, как точка или место, пункт вашей надежности. Может быть, это и круг людей, может быть, это конкретная сумма денег, которая заначка, я такое тоже могу предположить. И вам это буквально помогает. Вы не можете в чем-то просчитаться по части финансов, это однозначно. И поэтому быть прозорливым и внимательным. Кстати, на эмоциях мы можем что-то эдакое приобрести, купить, а потом сказать, елки-палки, вот зачем мне это надо было? Поэтому тут и покупки, какие-то траты. Будьте, где-то более скрупулезными. Это не значит, что мы такими жесткими материалистами, потому что телец может быть таким. Нет, все-таки эмпатия, чувства, это тоже все важно, безусловно. Если мы такими прагматиками будем, мы становимся словно... как у Омара Хайяма. Есть такие строки. Виноградом не став, превратился в изюм. Тот, кто с юности верит в собственный ум, от познания истины стал сух и угрюм. Притязающий с детства на знание жизни, виноградом не став, превратился в изюм. У меня смотрит совершенно разное поколение, я это понимаю. Для молодых, более молодых, скажем, это актуально. Но для тех, кто молод душой, это тоже актуально. Глупить можно в любом возрасте. Поэтому будем реалистами, мои дорогие тельцы. Явно в изюм превращаться не нужно. Поэтому с прагматизмом он может нам как и помогать, но он может нам и мешать, лишая нас вдохновения, лишая нас романтики, каких-то волшебных чувств или вообще новых граней чувственности. Поэтому табу перед собой где-то не стройте, но и сохраняйте. Волшебный месяц май может быть для вас. Ладно, сфера ваших достижений. Праздник будет, это точно. Может быть, и решится какая-то тройственная ситуация, да? Или тот вопрос, когда вы выбирали работу. Или когда вы не могли сделать просто выбор, кстати. В результате каких-то третьих сил или третьих воздействий, или с третьей стороны какой-то неопределенности. Может быть и так. Но все же в этой колоде это конкретно возможности и праздник. Поэтому, мои дорогие, праздник
Может быть, вы будете популярны. Праздник в том, честолюбивые планы, что вы сможете что-то создать. Или вы сможете, как знаете, какую-то планку преодолеть, и у вас будет праздник. Вот конкретно так. На сферу достижений и работы. И я должна сказать, что для вас внимание к финансам, это я уже говорила. Ну и как минимум первая половина мая. Это точно. Да вообще первая половина года, она больше подходит для решения вопросов работы вашего бизнеса, творчества, некоторой стабилизации процесса, прояснения тех вопросов, которые зависли или двойственные. Вот здесь чем-то разбираться. Поэтому здесь по вот вашим достижениям, по вашим профессиональным навыкам деятельности, здесь все-таки есть и победа, и есть праздник. Финансы. Может быть, у кого-то семейный бизнес, и там кубки, и там кубки. И, кстати, не случайно, наверное, как опасность вам выпадает прекрасная карта. Но, кстати, вообще-то еще наши близкие приходят. И вы можете помогать, проходят точнее. Вы можете помогать кому-то, своей семье, вашим детям, может и взрослым. Или помогать вашему супругу, или вашему любимому человеку. Вы можете, но будьте рациональны все-таки в тратах. Самому на бабах не остаться, это тоже будет не последнее дело. И вот почему я теперь об этом говорю, потому что у вас на сферу достижений, ну хорошо, праздник, а на деньги опять же кубки. Но ни разу не про деньги. Хотя предыдущие расклады там как раз больше было какой-то деловой активности, а здесь чувства. Тут действительно на чувства нужно, не на чувствах, точнее, нужно принимать какие-то важные решения. Но по деньгам, если двойка кубков, это какое-то благополучное партнерство. Может быть, я такое допускаю, поддержка вашего партнера, вашего, как доверенное лицо, может быть, друг, или в бизнесе тут какие-то согласования, потому что это карта искренности, ну и где-то дипломатия. Может быть, как минимум 1-2 человека, вот таких надежных, кому вы можете доверять, и вы будете фильтровать свое окружение. Я такое могу тоже где-то предположить, но как-то мне все равно это непонятно, потому что это чувство, где гроши называется. Да? Давайте мы достанем еще одну карту. Двойка кубков, это вообще для тельцов на финансы о чем? Считайте сами, будьте отшельником. Да, отшельник это, кстати, дервиш. Опять же, не про деньги. Это тот, который вообще без денег собрался и пошел. Для него идея важная. Но мы все-таки не отшельники на карте. С одной стороны, это вот именно так. С другой стороны, отшельник несет фонарь. Это прообраз вашей интуиции. И интуиция дает правильные подсказки и по преданию включается в нужный момент. И вот мы видим на дороге змея. Не дайте себя на что-то уговорить, что не считаете именно по финансам, что не считаете правильным. Или не сами не попадитесь в какой-то просак из лучших побуждений. Иногда аркан отшельник, тут нам говорят, ты надейся сам на себя, надейся, просчитывай, как ты будешь жить не только сегодня, но как ты будешь жить завтра. Поэтому тут нельзя, ну, где-то дать себя облапошить. Но я не вижу, чтобы кто-то вас тут стремился облапошить. Но мы и сами можем наградить или наделать дел, а потом сожалеть. Поэтому тут нет. Вот есть в чем-то подобном риск, и вам нужно быть предельно внимательным. И кто знает, может быть, крупные траты точно не делайте. У кого-то вы определяетесь, к примеру, я как вариант, с местом жительства. И вам кажется, что вы уже определились. А по отшельнику я могу сказать, что может быть сложится какая-то обстановка даже через финансы, когда вам придется этот план и еще раз передумать. Ведь четверка вам выпадает монет, и это тоже о сохранении. Это не о том, что мы достали из кармана деньги, крупную сумму, ну или мелкую, тут у каждого по-своему, свой бюджет, и кому-то отдали. Или за что-то такое глобальное заплатили. А ты вот свою траекторию как раз и продумывай, потому что тебе тут никто не мешает, но и ты должен не позволить где-то соскользнуть, может быть, на эмоции и пропустить какой-то важный пункт в твоей жизни. Что же еще по финансам? Опять королева кубков. Да, тут, правда, личная жизнь или какие-то планы семьи. Тут у вас, ну, как вами завладеть могут. И вы забудете о своей природной практичности.
А у вас выбор может быть. Правильный выбор нужно делать. Семерка кубков – это какая-то прокрастинация или тот вопрос, который очень долгое время тянется. Вот мне интересно, с чем связаны финансы у Тельцов? Шестерка кубков, какие-то прежние контакты, прежние договоренности. Опять же, много эмоций, но это карта искренних отношений. С чем еще? Вы знаете, вам может кто-то что-то пообещать, и в этом будет ваша ошибка, что вы на что-то согласитесь. Хорошо, что действовать? Как? А вот так и действовать. Карта вора. Ну, понятно, не про вора нам говорят, не про шляп что-то. Вот о чем. По семерке мечей мы можем действительно что-то так это не обратить внимания или проворонить. Подумать, что какой-то вопрос сам по себе решится. Или то, что нам сегодня обещают, завтра оно так и будет. Вы действительно можете столкнуться, и, скорее всего, это не май. Это будет уже последующий какой-то период. Ну, или, может быть, конец мая. Хотя я допускаю у каждого по-своему. Может быть, это где-то июнь, июль. Но вы должны иметь действительно какую-то задачку или подушку финансовой безопасности. Вы не должны, мои дорогие тельцы, быть слишком доверчивыми, входя, может быть, в интернет-пространство. Меняйте пароли аккаунтов, меняйте платежные системы. Здесь есть риск, знаете, с одной стороны, поддаться на уговоры, кому-то поверить. Но мало ли, может быть, даже не собирается человек обманывать, а у человека резко что-то поменяется. И вы вынуждены будете себя перестроить на какой-то новый лад. И если вы будете в этот момент ресурсны, то тогда вам это сделать будет и легче, и проще. Ну и понятно, семерка мечей выпадает. Не совсем тут про доверие. Доверяй, но проверяй. Вот значит, почему вам тут говорят отшельник, да? Надейся сам на себя. И это может быть связано, если мы про отшельника, с теми событиями, которые происходят вокруг вас. Может быть, на каком-то более таком глобальном, общемировом масштабе изменения мы ждем, что может меняться как финансовая система какая-то, система взаиморасчетов. Ну, какие-то, может быть, и сервисы могут не срабатывать. Будьте готовы просто к этому. Да, действительно, перемены у вас на пороге. И от того, как вы правильно распорядитесь деньгами, это будет означать какую-то ресурсность на последующий период времени. Очень добрая карта. И она говорит, что будет действительно что-то меняться. Не думай, я вот говорила несколько раз уже об этом, мои дорогие тельцы. Не думайте, что период мая – это вот действительно тот период, который будет в том контексте мая продолжен на какой-то последующий срок. Нет, там потом вас ждут перемены. И поэтому все, что касается финансов, вашей работы, взаиморасчетов, вашего бизнеса, ну, понятно, эмоции тут не лучший подсказчик, но как будто приготовьтесь к тому, что изменения, которые приходят извне или связаны с какими-то людьми, они будут в вашей жизни. И где-то ожидая или предполагая это, вы можете себя уже в разрезе мая как-то обезопасить. А потом себе скажете за это спасибо. Ну, вот какие-то такие карты, положу вот их сюда, вот. То есть зрите в корень, но еще и немного вперед. Личная жизнь для тех, кто в паре, но вот здесь тогда мы можем говорить, что тут взаимопонимание, тут взаимоподдержка. И вот, кстати, король кубков. Вот действуйте, наверное, как король кубков. Единственная карта в колоде, единственный персонаж, который умеет правильно распоряжаться финансами. Почему? Он не смешивает в одну корзину и яйца, и камни. То есть там, где вопросы требуют чувств или каких-то приятных эмоций, то самое время их проявлять. Если в вопросах финансов, то как раз закрывает свои чувства король кубков, чтобы они ему не мешали. Вот и вам придется переключаться в течение мая с финансовых каких-то тем или рабочих достижений ваших на темы чувств. И при этом не перемешать все едино. Вам придется как-то правильно лавировать. Но для тех, кто в паре, прекрасные карты. Это мир, гармония в семье, в вашей паре, взаимопонимание и взаимоподдержка. Для тех, кто один или одна, ух, ничего себе, император.
Но вы знаете, тут ведь двояко. Кто-то из вас будет вот в таких энергиях император. И так это, знаете, есть два мнения. Мое и неправильное. И не хочу я ничего знать. Не будьте непримиримыми императорами, будьте гибкими императорами, потому что гибкий он знает. Два момента, на которые он не влияет: людское мнение и внешние события. Вот мы с вами про деньги говорили только что. Но он готов менять свои, где-то корректировать планы в зависимости от обстановки или в зависимости от тех людей, с которыми ему приходится, может быть, взаимодействовать. Хотя мы смотрим на личную жизнь. Для кого-то из вас это может быть даже выбор. Или вы можете познакомиться с таким человеком. А может быть, этот человек, вы его знали и прежде, но это не была какая-то четко, понятно продолженная история. И вот теперь вы можете где-то и выяснять отношения, о чем-то важном говорить. Император, может быть, говорить об оформлении отношений. Или вас судьба может свести, мои дорогие, вот с таким императором несговорчивым. С одной стороны, это люди власти, с другой стороны, или люди, которые демонстрируют эту власть. Вот, кстати, тут тоже будет важно не замечтаться. Но это те, которые на своей волне. И они могут быть достаточно сложными в общении, потому что они поступали, привыкли поступать как-то по-своему. Но и император все же чаще это не про чувства. Ему сложно выражать свои чувства. И поэтому императорам сложновато и, может быть, в вопросах любви. Здесь больше какие-то документальные оформления идут, хотя, может быть, я допускаю, для кого-то из вас прояснится обстановка, если вы считаете себя человеком в сольном варианте, а какие-то предыдущие контакты у вас, тем не менее, сохранились, и здесь что-то будет продолжаться. Но для кого-то из вас вы можете познакомиться, правда? Даже пошли в какую-то инстанцию, и там с чиновником или с каким-то человеком, когда может завязаться и деловое знакомство, а в последующем перерасти в дружбу. Вам полезно дома не сидеть, это точно, а как-то перемещаться, потому что для любви все же у вас месяц благополучный, хороший какой-то праздник, вполне вероятный. Для тех, кто в сложных отношениях. Знаете, конечно, аркан Солнца – это карта счастья. И это вот два старших аркана, и вот этот аркан, король кубков, при должной дипломатии вы можете согласовать. Это я могу сказать и как подсказки, знаки судьбы для всех тельцов. При должной дипломатии ты согласуешь что-то и по законам, что-то и по деньгам, но и по любви тоже. Карта счастья, карта радости, карта возможностей, карта выбора правильного направления. И, может быть, вы его будете выбирать для тех, кто в сложных отношениях. По аркану Солнца мы можем выбрать сами себя, потому что это карта нашего эго. Но и наше эго, оно как бы тут должно быть тоже причесано, потому что вот эти чувства, с одной стороны, вот что нам может помешать? Здесь разные чувства. Может быть, это те чувства, которые в прошлом вам что-то не нравилось, и это то, что запало в душу, и мы будем настаивать на своем, и тогда мы тут, понятно, не можем никак помириться, или не можем вместе найти какой-то единый форматор, по которому мы смотрим в будущее. Но для тех, кто хочет не остаться, может быть, в каких-то непонятных взаимоотношениях, вы можете как раз прояснить. По крайней мере, мои дорогие тельцы, вы точно будете знать, что вот не надо мне ходить между одним жезлом и вторым. Мы ведь говорили, какая-то сложная ситуация, двойственная, что неожиданно откроется. С учетом аркана Солнца вы, правда, какую-то правду можете узнать или прояснить тот вопрос, когда вот теперь вы будете точно знать, что, может быть, по части личной жизни, куда идут ваши отношения. Но, в принципе, вы ресурсные. Я бы сказала, для вас много возможностей откроет месяц май. Вопрос в том, чтобы правильно провзаимодействовать, как и с людьми, так и с тем, что вы имеете, включая деньги, но и на будущее для себя какую-то уверенную такую тропу тоже проложить. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.